Сегодня приготовим хек так, что получится невероятно быстро, просто и вкусно. Сразу сохраните это видео, чтобы не потерять. А полный список всех продуктов оставила для вас в описании под этим роликом. Все рецепты мы сделаем исключительно на сковороде, так что включать духовку в жару не придется. Для первого рецепта беру тушки хека. У меня ушло примерно 800 грамм, это 5 небольших штук. Удаляю плавники, чищу чешую и убираю все внутренности. Добавляю соль, черный молотый перец, хорошенько перемешиваю руками и пока отставляю в сторону. Беру холодную сковороду диаметром 24 см и щедро намазываю ее сливочным маслом. 2 луковицы нарезаю полукольцами и высыпаю на дно. Сверху добавляю замороженный зеленый горошек. Предварительно достала его из морозилки и немного подержала в холодной воде, чтобы он слегка оттаял. Кстати, если у вас в морозилке залежались остатки стручковой фасоли или кукурузы, они сюда тоже отлично подойдут. Слегка присаливаю овощи и сверху укладываю подготовленную рыбу. Для аромата добавляю лавровый лист и еще несколько небольших кусочков сливочного масла прямо на тушке. Теперь сделаем заливку. Беру примерно 100 грамм сметаны и добавляю туда же 1 столовую ложку муки. Муку использовать не обязательно, но мне захотелось слегка загустить соус. Перемешиваю и прямо ложкой аккуратно выкладываю сметанную смесь на рыбу. Сюда же можно влить примерно 100 грамм теплой воды. Накрываю сковороду крышкой, довожу до кипения и тушу на самом медленном огне примерно 25 минут. За все время я рыбу ни разу не мешала и не переворачивала, поэтому она сохранила форму, осталась целой и нежной. Лук отдал весь свой сок и стал мягким. И вот у меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, можно ли назвать такое блюдо диетическим? Или сливочное масло в составе сразу исключает этот статус? Поделитесь своими размышлениями в комментариях. С интересом читаю ваше мнение. Переходим ко второму варианту. Хек с его нежным мясом, приготовленный таким способом, точно станет вашим любимым повседневным угощением на каждый день. Это отличный доступный белок, у него нет резкого запаха, а податливая структура делает его идеальным для сочных домашних котлет. У рыбы удаляю чешую, плавники, реберные кости и по возможности убираю все крупные кости. Если у вас возникнут вопросы в процессе просмотра, обязательно пишите их под этим видео. Нарезаю очищенную рыбу крупным кубиком и перекладываю в глубокую миску. Добавляю куриные яйца. Они придадут однородную текстуру котлетной массе. Высыпаю соль, перемешиваю и оставляю массу немного постоять. Одну крупную репчатую луковицу нарезаю мелким кубиком, а одну морковь натираю на средней терке. Разогреваю сковороду, наливаю немного растительного масла и высыпаю лук. Обжариваю его примерно 2 минуты до прозрачности. Сливочное масло добавляю чуть позже, прямо к луку, для сливочного вкуса. Вы можете этого не делать и выбрать только один вид масла на свой вкус. Следом отправляю в сковороду натертую морковь и обжариваю ее вместе еще 3 минуты. Убираю зажарку с плиты до полного остывания. Пока овощи остывают, мелко нарезаю пучок свежего укропа. Наша рыба как раз постояла минут 15. Добавляю к ней охлажденный лук с морковью. Измельченную зелень, черный молотый перец, специи для рыбы без соли и немного муки для связки. Тщательно все перемешиваю. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, которым актуальна тема простых и быстрых ужинов. А в описании и в подсказках справа вверху вас ждут другие подборки рецептов. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал и не пропускайте новые рецепты. Теперь наливаю растительное масло на хорошо разогретую сковороду и ложкой выкладываю наши рыбные котлеты.
Обжариваю их с двух сторон по несколько минут до красивой золотистой корочки. По необходимости можно накрыть сковороду крышкой в самом конце, но я этого не делала, они и так прекрасно поджариваются. Обязательно напишите потом, как вам удалось воплотить этот рецепт на своей кухне. Для третьего рецепта идеально подойдет как кек, так и минтай или даже горбуша. Филе рыбы нарезаю на порционные кусочки. Здесь практически нет костей, а небольшой размер филе еще больше ускоряет весь процесс. Если вы решите подать к ужину картофельное пюре, то ставьте отварить картофель уже сейчас, чтобы все приготовилось одновременно. Для этого блюда взяла 3 луковицы. Здесь у нас будет внушительная луковая подушка, благодаря которой тушеная рыба получится сказочно вкусной. При желании количество лука можно уменьшить. Нарезаю лук. Отправляю его обжариваться на растительном масле на среднем огне до легкой золотистой корочки. Добавляю к луку специи для рыбы, кориандр, копченую сладкую паприку, соль. Прогреваю все специи в масле, постоянно помешивая буквально 1 или 2 минуты, чтобы они полностью раскрыли свой аромат, и заливаю теплой водой. Накрываю крышкой, чтобы соус быстрее закипел. Ароматная подлива хорошо пропитает каждый кусочек. Теперь укладываю кусочки рыбы без какой-либо панировки сверху на луковую подушку. Сразу добавляю несколько небольших кусочков сливочного масла для мягкости вкуса, а также душистый перец горошком и лавровый лист. Поскольку лук порезан довольно крупно, он отлично сохранит свою текстуру. Время приготовления рыбы под крышкой варьируется в зависимости от толщины кусочков и конкретного сорта. Это нежное филе я буду готовить примерно 10 минут на самом медленном огне. Если соус не полностью покрывает кусочки, можно периодически поливать рыбу сверху этой же горячей подливой прямо из сковороды. В самом конце добавлю нарезанные дольками спелые помидоры и мелко нарезанный укроп. Они помогут еще больше усилить вкус соуса и добавят блюду ярких красок. Картофельное пюре, рассыпчатая каша или макароны — к любому гарниру безупречно подойдет такая сочная рыба в соусе. В этом рецепте абсолютно нет уксуса, поэтому если вы слегка скорректируете количество специй под свой вкус, то и дети с огромным удовольствием разделят с вами такой полезный рыбный ужин. Чаще заглядывайте на канал, здесь много интересного. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Приятного аппетита!